Всем привет! Рад вас видеть на своем канале Анатомия водного пола. И сегодня мы с вами рассмотрим один из способов, как нам с вами улучшить наш бросок. Этот способ самый надежный, он подходит к игрокам любого уровня, как профессионалам топового уровня, как и любителям, в принципе, также юношам и так далее. И это укрепление наше с вами предплечья. Наша кисть с вами станет мощнее, резче, вратарю будет сложнее реагировать, вы сможете сильнее вкладываться, мяч полетит гораздо точнее. Это, наверное, самый надежный способ, самый проверенный, который всегда позволяет улучшить ваш бросок. И сейчас я вам расскажу самые основные способы, как мы можем это с вами сделать. Первый способ, самый базовый, это сделать нашу просто кисть крепче, без привязки какой-то специализации нашего ватерпольной. Это берем гриф, можно также взять гантели, гири, то есть любое отягощение. Берем, кладем, чтобы у нас с вами, смотрите, опускалась полностью кисть. И спускаем вниз на пальцы. И отсюда выполняем движение вверх. Просто раз, два. Так как нам нужна взрывная работа кисти, поэтому выполняем таким образом. Раз, спустили. Два, три. То есть вверх идем порезче. 4. И делаем. То есть вес мы можем регулировать. То есть этот гриф весит 20 килограмм. Можно набросить побольше, кому сколько надо. Но мы здесь не работаем в малом количестве повторений. То есть должны делать минимум хотя бы раз 20-25. И таким образом выполняем. Какие здесь ошибки? Ошибок здесь, конечно, трудно наделать, но все же бывает. Кто-то делает сильно сюда выводит, ну из-за этого не очень просто удобно. То есть, посмотрите, там мы вывели сюда, и у нас как хочешь не хочешь, начнет включаться бицепс и так далее. Нам это не нужно. То есть мы кладем, видите, где у меня начинается плечи. Вот. Колено, предплечье, она здесь не упирается. Здесь взяли, просто вот по ширине плеч. И вниз опускаем. Еще бывает ошибки делать короткое движение. Вот такое. Нет. Нам надо, чтобы полностью на пальце она скатилась. И отсюда поднимаем. Как часто это делать? Для начала вам вполне может хватить сделать это один раз в неделю. Допустим, 2 подхода, 20-25 раз. То есть уже когда чувствуете жжение, уже тяжело, сделали, передохнули пару минут и еще раз сделали. То есть на начальном этапе 2 раза в неделю выполнять это упражнение с грифом будет более чем достаточно. Потом постепенно можно перейти уже к 3 подходам, 4. Но лучше больше 3 за раз не делать. И потом переходите уже делать 2 раза в неделю. Например, сделали в понедельник и сделали в четверг, чтобы ваше предплечье восстановилось. Поначалу, в первый день, может показаться, после того, как вы покачали кисть, выйти на воду, начнете бросать, мяч очень мощно полетит. Но, как правило, на следующий день, когда ваша кисть будет очень уставшая, бросок, наоборот, пропадет. Поэтому не отчаивайтесь, планомерно продолжайте работать. То есть включайте свою работу, стабильно старайтесь 1-2 раза в неделю. А когда уже совсем окрепнете, можете делать 3 раза в неделю. Также можно взять обычную гантель, если у вас нет грифа. Вес подбираем, конечно, индивидуально. Также кладем, все то же самое абсолютно, только выполняется под руки. Также спускаем, также на пальцы и к себе. Вот. И таким образом делаем. Можно еще делать наоборот. Таким образом, так вот поставили. В целом укрепляет кисть. Вот в обратную сторону делаем. На это вы всегда возьмете меньше вес, потому что если те же 20 килограмм так делается легко, то сейчас, если взять его в обратную сторону, то это уже будет гораздо тяжелее. Я сделал гораздо меньше раз. То есть уже надо подбирать вес немножко другой. Но разгибание в обратную сторону к броску мало отношения имеет. Это просто для укрепления. Поэтому сосредоточьтесь просто на обычных сгибаниях. Также, если у вас нету грифа или гантели, можно использовать блин для штанги или диск для штанги. Берем его. Каким образом? Смотрите. Ставим руки так, как будто мы хотим воды набрать. Большие пальцы у нас будут сверху. Наша задача толкать его именно пальцами. То есть мы взяли его, вот видите, каким образом. Положил также на колени, чтобы у меня кисть могла опуститься вниз, но не упиралась в колено. И также, оп, толкаем вверх на себя. Стараемся именно толкать пальцами, подушечками пальцев. Так у вас будет больше нагрузки. А большими пальцами мы просто придерживаем, чтобы у нас никуда не делся. Даже если у вас есть и гриф, и блин, то работа с диском позволяет нам уменьшить вес, потому что, вы видите, 10 килограмм, гриф весит сразу 20. То есть можно начать с него потихонечку. Потом следующий шаг там будет 15 килограмм. Можно взять 15 килограмм. Потом также 20, 25. Вот. Можно грифом работать. Также есть и по 5 килограмм, и 2,5. Ну, 2,5, наверное, мало кому пойдет. Также с ним можно и пальцы укреплять. То есть таким образом берем и перебираем. То есть по очереди укрепляем наш хват. Но, в принципе, это тоже в водном поле лишним не будет. Но это так, больше для общего развития. То есть укрепляем. То есть можно так поделать. Роняем его. Оп, ловим. Так перекручиваем. То есть чисто на одних пальцах. Можно держать его там по 3 пальца, например, по 2 пальца. Кто как может. Также вот, видите, там 2 пальцами. Хват тренируем.
и так далее. Еще один хороший способ — это иметь тяжелый мячик, ну, в данном случае килограмм. Но для меня это, конечно, мало для этих упражнений. Можно найти ядра. Кстати, хорошо очень подходят ядра, которые есть у метателей. То есть, не помню, по-моему, женские по 3 килограмма, по 4. Можно где-то на Авито купить, то есть раздобыть и пользоваться. Первый самый простой. То есть здесь у нас уже будет кисть выполнять как раз свое прямое назначение, то есть именно бросок. Именно взрывное будет движение. Можно также перебрасывать эти ядра. Берешь и кидаешь с одной стороны, в другую. Вот. Килограмма мало, конечно. Ну, мне, по крайней мере. Вот. Но в идеале вот на такое килограммчика 3-4 хотя бы. Вот таким способом можно просто так перебрасывать. Можно еще таким способом. Ложишься. Вот это как раз ядром я делал. Вытягиваешь и здесь подбрасываешь. То есть здесь кисть прям изолирована. Стараешься, чтобы рука просто была на месте. И кисть все бросаешь. Просто вверх. Подбросил, поймал. Подбросил, поймал. Также, если у вас есть тяжелый мячик, бывает, продаются такие митболы мягкие по 4 килограмма, по 5. Вот, центр тяжести смещенный. Также можете припять вашу кисть, ваши пальцы. То есть, так вот подбрасываете, ловите. С этим, конечно, легко, это даже ребенку будет легко. Но когда мяч 4-5 килограмм, то есть это уже требует усилий. Ну и самый лучший прикладной вариант — это работа, естественно, с тяжелым мячом. Это килограмм-полтора работа чисто одной кистью в стенку. То есть, на мой взгляд, это самый предпочтительный вариант. И если есть возможность, надо начать с него. И потом уже, когда вам не будет хватать нагрузки именно с мячом, уже переходить к грифу, гантелям и ко всему остальному. Потому что здесь идет полная имитация броска, то есть его завершение. То есть кисть учится у нас правильно и завершать, также получает нагрузку. Это лучшее, что можно, наверное, придумать. К этому мы подходим, вспоминаем видео, где я показывал базовую работу с мячом. Также становимся. Можно так, но удобнее чуть, когда нога впереди. Поднимаем вашу руку, локоть у нас напротив глаз и стараемся только бросать одной кистью. Вот встали и работаем. То есть отходим подальше, насколько позволяет вам техника. Вот. И каждый бросок мы прям как будто забиваем гвоздь. Мощный бросок, мощный бросок. Целимся в одну точку, то есть мы с вами технику нарабатываем и при этом также грузим нашу кисть. Потому что с обычным мячом она у вас будет забиваться гораздо дольше, с килограммом будет быстрее. Можно также 1,5 килограмма брать. Ну и дальше, как вам позволяет. Вот. Но лучше килограмм-полтора, не больше. Также потом можно отойти подальше, ну лучше отходить подальше. Если вам уже нагрузки не хватает, не брать более тяжелые, отходить прям подальше, сколько можете. Также отошли и прям вбиваете ее одной кистью. То есть, видите, я не стараюсь бросать так, то есть я не делаю вот такие движения, не отсюда делаю. То есть когда у вас появляются уже такие признаки, значит для вас слишком далеко. Значит, раз подошли поближе. Вот встали, подняли, зафиксировал. Оп, зафиксировал. Понятное дело, здесь вот будет небольшое движение, но это ерунда. Главное, это наша с вами кисть. Не забываем, что ладони раскрыты у нас. Направляем мы также этими двумя пальцами. То есть вот этими держим, так направляем. Это все в том видео разбиралось. И стоим, работаем. Так, да, сколько работать? Тут опять же зависит от вас. Можете работать на количество, кому нравится, можете работать на время. Но в любом случае, когда у вас уже рука забилась, закислилась, у вас уже не идет бросок, то уже не надо мучиться, останавливайтесь, отдыхайте. То есть можно поработать там, секунд 30, у кого насколько руки хватит. Отдохнуть минутку, чувствуете, рука восстановилась. Либо в это время можно поработать левой. Также встали и одной рукой работаем. Вот. Для разминки можно также поделать левой и правой. Размяли и потом пошли одной. Ну и мое мнение, всегда, когда вы поработали с тяжелым мячом, вашу тренировку нужно завершать обычным простым мячом, чтобы у вас все-таки в голове связь нарабатывалась правильная, потому что вы в игре работаете обычным мячом, и после того, как мы поработали, забили руку, то есть получили нагрузку, которую мы хотели, мы берем с вами также обычный мячик, простой, ватерпольный, и делаем то же самое, также делаем им. Уже потом можем подойти, обычные броски поделать. То есть, чтобы у нас с вами мозг запоминал правильную работу, правильное усилие. Вот вы сразу почувствуете, насколько обычный мяч легче полетел. Если этого не сделать, потом с непривычки вам надо будет, так сказать, откалиброваться к обычному мячу. Поэтому закончили работу на кисть, все забили. Вот у нас простой мячик. И поработали. Видите, насколько он легче летит. Вот. Поработали. Поработали левой. Поработали уже полный бросок. Все, убрали. И обязательно потяните вашу кисть. Каким образом? У вас будет здесь все забито. Бывало, закачивал так, что потом минут 5 пальцы не мог согнуть.
Вот. Этого делать не надо. Надо знать меру. Как тянуть кисть? Простой способ. Берем себя за пальцы, так вытягиваем. Либо подходим к стенке, вот ставим и так вытягиваем. Мне нравится вот так вот тянуть. Подошел, поставил. Здесь у нас натяжение. Она расслабляется. Можно сразу 2 руки поставить. Но лучше по одной. Поставил, постоял, отдохнул. Все стряхнул. Потянул левую, если левые работали. И таких 2-3 круга сделал по 15-20 секунд. Ну, лучше по 30. И все. Стряхнул. И на этом можно завершать. Каким бы образом я бы это встраивал в свои тренировки? Если вы до этого никогда не занимались, то есть, я имею в виду отдельно кистью, я бы начал, конечно, не с грифа. Лучше начать сразу с килограммового мяча. То есть 1 раз в неделю постучали в стену, посмотрели, насколько у вас сильно рука забилась, потому что у всех подготовка разная, все останавливаются по-разному. Это как бы должен тренер регулировать. Если у вас нет тренера, то смотрите по самочувствию, поработали, допустим, понедельник. Во вторник у вас будет кисть там болеть, забита. В среду, скорее, чуть себя придет. И к четвергу можете сделать еще раз. Если нет, то можете сделать в пятницу. Ну, лучше, допустим, для начала понедельник, четверг. Если совсем тяжело, то хотя бы раз в неделю. Вы работаете с набивным мячом. Работать можно, говорю, там, на количество. То есть мяч тяжелый, лучше время работы должно быть равно примерно времени отдыха. То есть минуту поработали, минуту отдохнули. Там, не знаю, там, раз 30-40 сделали, также минутку отдохнули, чтобы у вас рука восстанавливалась, и вы могли выполнять вот эти вот взрывные движения. И они были именно качественные, а не просто там ради движений. Потом, когда нам уже 2-3 раза в неделю работы с мячом становится мало, потому что время как у нас ограничено, уже можно тогда либо взять 1,5 килограмма поменять, либо начинать отходить дальше. Но в любом случае это имеет свои границы все. Поэтому уже следующим этапом, когда мы уже поработали с тяжелым мячом, можно в зале добавлять уже нагрузку с грифом. И также, допустим, поначалу вместо какой-нибудь одной тренировки с мячом, постепенно, потом вы уже сможете работать 2-3 раза в неделю, то есть уже и с грифом, и в стенку. Ваша кисть будет становиться крепче, выносливее, бросок будет идти гораздо резче, поверьте, это самые эффективные упражнения. То есть как бы еще есть много способов, как ваш бросок улучшить, но это самый быстрый, быстрее всего дает результат и 100% работает на спортсмене любого уровня. Не требует товарища, не требует никаких дополнительных вложений, там, места и так далее. То есть просто тягощение, просто стенка. Что касается ядра, его вообще можно держать дома. Пришел там в любой момент, покидал с правой на левую или подбрасывал. То есть вообще хорошо, когда дома имеется такое ядро, 2-3-4 килограмма, но опять же зависит от вашего уровня. То есть вес должен быть такой, чтобы вы хотя бы раз 10-15 могли за раз его кинуть, минимум. И с ядром дома работаете по возможности, когда у вас есть время, можете вечером, можете с утра. Есть свободное время, взял, поперебрасывал, и в принципе все. Поэтому я вам советую работе на кисть уделять достаточное внимание, минимум 2 раза в неделю. Если вы хотите хороший резкий бросок, вы должны работать на свою кисть. На этом сегодня с вами все. Если остались вопросы, задавайте. Всем пока.